природа наградила вас больше, чем остальных. Многие из нас думают, что ясновидящие – это какие-то особенные люди, которых природа наградила сверхъестественными способностями. На самом деле ясновидение или способность читать информацию с помощью чувств – это талант, который присущ многим людям. Просто они об этом даже не подозревают. Каждый человек обладает врожденной способностью воспринимать информацию извне самыми разными способами. Вот почему дети и даже животные нередко понимают и видят то, что сокрыто от наших глаз. К подростковому возрасту мы постепенно утрачиваем этот дар. В основном из-за влияния социума и насмешек друзей, которые утверждают, что излишняя чувствительность – это удел слабаков и мечтателей. Нередко таких людей даже считают безумными, потому о врожденном даре они предпочитают попросту забыть. Самым известным способом видеть и понимать больше, чем остальные, является ясновидение. Однако существуют и другие способы восприятия информации, такие как яснослышание, когда вы отчетливо слышите то, что сокрыто от других, или даже яснознание, когда вы точно знаете что-то, хотя не можете объяснить откуда. Кстати, яснознание довольно часто сочетается с таким даром, как ясновидение. Как же узнать, являетесь ли вы ясновидящим? Предлагаем вам ознакомиться с признаками, которые так или иначе указывают, что природа наградила вас больше, чем остальных. Либо вы сумели сберечь этот дар и не растерять по мере взросления. Вы очень восприимчивы к чувствам. То, на что другие люди даже не обратят внимания или пройдут мимо, вас тревожит и беспокоит. Причем очень долго не отпускает. Вы постоянно мысленно обращаетесь к этому, прокручиваете, раздумываете. А негативные эмоции вас просто разрывают, поэтому часто продумываете ситуации, о которых остальные даже не задумываются. Вы очень избирательны в отношении того, с кем проводите время, кого впускаете в свою жизнь. Существует всего несколько друзей и знакомых, рядом с которыми вы чувствуете себя комфортно, а не выжатыми и изможденными. Вы каким-то немыслимым образом мгновенно видите и понимаете корень проблем других людей. Они часто прибегают к вам за советом в сложных ситуациях и даже называют личным психотерапевтом. Как вам это удается, сами не знаете. Вас просто очаровывают разные древние и исторические вещи, символы. Когда посещаете такие места, то чувствуете непонятную связь и восторг от этого единства. Скорее всего, это связано с тем, что вы чувствуете разные слои энергии, которые сохранились на территории древних цивилизаций и поселений. Вы обладаете необычайной способностью сопереживать, причем до такой степени, что буквально вживаетесь в сознание других людей. Нередко даже тех, с кем не согласны, или которые причинили вам вред в прошлом. Это помогает не просто прочувствовать и понять, но и исцелиться. Несмотря на то, что вокруг вас не так и много по-настоящему близких людей, вы социальный мотылек. Вам рад каждый цветок на лугу и каждый человек на пути. Вы всех очаровываете. Вас все любят, хотя не стараетесь никому понравиться. Это объясняется тем, что интуитивно понимаете, на какой волне человек, и настраиваетесь на нее. Вам приходится всю жизнь бороться со своими эмоциями, которые зачастую накрывают, словно снежная лавина. Поэтому пришлось научиться не позволять чувствам поглотить вас целиком, что нередко довольно сложно. Вам бывает очень некомфортно в местах, где слишком много людей. Это потому, что вы очень чувствительны к самым разным вибрациям и негативным также. А значит, страдаете от плохой энергии. Вы не только глубоко чувствующий человек, но и настоящий мыслитель. Хотите того или нет, но постоянно раздумываете над тем, почему происходят те или иные вещи, а главное зачем. Вы, вероятно, используете яснознание вместе со своим ясновидением. Как только улавливаете какую-то неясную вибрацию человека, место или явление, то сразу же включаете мышление. Ваша цель – понять, что на самом деле происходит, докопаться до сути и первопричин. Вы понимаете, что все живое по своей сути является энергетическим полем, и от того, как люди обращаются с полученной энергией, зависит их эмоциональное состояние. Поэтому вы очень щепетильны и осторожны во всем, что касается слов и поступков. Иногда вы испытываете очень сильные чувства, вызванные незначительными, казалось бы, вещами.
Это означает, что начинаете осознавать травму, которую необходимо излечить. Большинство людей, как правило, игнорируют подобные вещи, но не вы. Вам просто необходимо что-то с этим делать. Вы очень мудры, даже если только начинаете жить. Ведь знаете о мире больше, чем тот, кто провел в нем значительно больше времени. Это объясняется тем, что вы понимаете вещи интуитивно и постоянно учитесь. Вы несколько опережаете свое время. Это проявляется в том, что вы понимаете определенные духовные концепции еще до того, как остальные о них начинают лишь догадываться. Вы знали, что не похожи на других, еще с раннего детства. И взрослее только утвердились в своих предположениях. Дело в том, что у вас всегда было очень живое воображение, и вы вели себя всегда не так, как ровесники. Если вы довольно замкнуты, то, скорее всего, из-за того, что вас не один раз больно ранили. То есть вы стали интровертом поневоле. Кстати, именно по этой причине вы очень внимательны и не нарушаете чужих границ. Ведь легко представляете, что люди чувствуют, и как это, когда тебе больно. Если вы экстраверт, то наверняка очень чувствительный. Вы получаете наслаждение от общения с другими людьми и с удовольствием делитесь своей радостью. Чего вам уж точно не жалко, это улыбок и добрых слов поддержки. В вашей жизни были необъяснимые духовные или религиозные опыты, когда вам открылась вся правда о нашем мире и предназначении человека в нем. Вы на уровне интуиции чувствуете других людей и понимаете даже самые тайные и скрытые мотивы. Ничего удивительного, что почти все ваши предположения оказываются правильными. Вы никогда не доверяете тому, что вам говорят, или тому, что видите на поверхности. Вы доверяете только тому, что чувствуете. Это касается абсолютно всего – карьеры, личной жизни и прочее. Вы очень остро реагируете, если что-то идет не так. И это вовсе не означает, что подвержены какому-то патологичному перфекционизму. Потому что вы точно так же остро реагируете на все хорошее и прекрасное. Это связано с тем, что вы настроены на эмоциональный опыт во всем, по-другому просто не можете. Вы читаете людей, как открытые книги. Поэтому обмануть вас практически невозможно. Достаточно одного взгляда или брошенной фразы, чтобы стало ясно, почему люди ведут себя определенным образом или что задумали. Вы понимаете, что боль, которую испытали в своей жизни, на самом деле была подарком. Пережитое вдохновило и мотивировало вас расти, развиваться и стать лучшей версией себя. Вы никогда не сетуете на проблемы и неудачи. Вы лишь спрашиваете, что жизнь хочет мне этим сказать. Вы ощущаете сильную связь с энергиями и духами нематериального мира. Это проявляется в стремлении проводить как можно больше времени на природе. Также вы нередко просыпаетесь посреди ночи и чувствуете присутствие чего-то или кого-то в комнате. Вам просто жизненно необходимо постоянно помогать людям. Вы не пройдете мимо бедного, больного или голодного. В этом ваша миссия на земле – помочь другим подняться над болью и невзгодами, стать лучше, сделать наш мир хоть чуточку добрей.